Люсия, агент поддержки эфирного элемента и один из самых уникальных персонажей Zenless Zone Zero. Ее особенность не только в визуале или анимациях, а в том, что она самый сильный баффер для разрушения во всей игре. Вся ее сила, то есть скиллы, эскалируются от максимального хп. От него зависит урон, лечение и даже количество усилений, которые она дает команде. Благодаря этому Люсия идеально сочетается с топовыми персонажами, такими как Исюань или Моната, или же будущий Банью, образуя самые мощные составы. Но чтобы раскрыть весь ее потенциал, нужно понять, как работают две ключевые механики. Импровизация Унисон и особая механика Сон. Люсия начинает бой с 60 очками сна и накапливает их, используя свой навык. Достигнув 100% очков, она входит в состояние сна, активируя особый эффект эфирная вуаль, который увеличивает максимальное хп всех членов отряда на 5%. Идеальный бонус для персонажей, наносящих урон, который скалируется от здоровья. Задача проста. Никогда не выходите из состояния сна. Продлевать его можно через особую спецатаку заряженную или ультимативное умение, что позволяет поддерживать эффект бесконечно. Пока сон активен, все атаки Люсии становятся унисоном и наносят дополнительный урон, равный 70% от ее максимального хп. Этот бонус складывается с критами и другими множителями, превращая ее урон и бафы в мощный инструмент усиления всей команды. Даже находясь вне поля боя, Люсия остается полезной. Каждые 8 секунд она активирует свою атаку Унисон, атакуя синхронно союзниками. Это создает ощущение, будто она дирижирует боем из тени, контролируя ритм и поддерживая эффект вуали постоянно. Именно поэтому ее можно считать сердцем команды, ведь с ней бой превращается в идеально выстроенную симфонию урона и поддержки. Лучший набор дисков. Оптимальным выбором для Люси станет лунная колыбель 4 части. Этот набор дает 20% к восстановлению энергии на 2 частях, а 4 части обеспечивают один из самых мощных бафов в игре. До 18% бонуса урона с невероятно долгой продолжительностью эффекта 25 секунд и с легким условием активации. Достаточно применить спецатаку или ульту. Благодаря этому этот набор идеально подходит не только Люсии, но и большинству саппортов, ведь он сочетает в себе универсальность и стабильность. Единственное исключение — это полностью заряженный астральный голос, который теоретически может дать немного больше урона, но редко держится стабильно на всех, кроме Астриял. Для оставшихся 2 слотов лучше комбинировать с вот этим вот сетом Сказания Юнькуй. 2 части, которая усиливает хп, значит и увеличивает бафы Люси. Такой сет повышает ее живучесть и максимизирует бонусы для всей команды. В плане характеристик приоритет очевиден. В первую очередь хп процентная, потом обычная хп без процента, крит рейд и крит урон. Стремится достичь хотя бы 24 тысячи хп, чтобы гарантировать постоянный аптайм ее усиленной и максимальной ее поддержки всех союзников в команде. Ваша цель достичь 24 тысячи хп, чтобы полностью увеличить бонус для команды разрушения сквозного урона и бонус, который она получает при нанесении урона в состоянии унисона. Лучшее оружие для Люсии — это очаг грез, разработанный специально под ее механику. Оно усиливает урон от унисона, а также повышает максимальное хп и восстановление энергии, что идеально синергирует с ее бафами и постоянным наложением в состоянии сна. Дальше у нас колыбель плача. Это оружие увеличивает восстановление энергии, когда персонаж находится вне поля боя, а Люсия, она, по сути, чаще всего находится вне поля боя. И когда персонаж с этим оружием наносит урон, увеличивает наносимый урон по цели. А Люсия наносит урон даже когда она находится вне поля боя. Дальше у нас бум-пушка.
Это оружие бафает всю команду на силу атаки. По сути, хорошая замена, если нет ничего лучше. Но его минус в том, что агенты разрушения скалируются от ХП и не так сильно от атаки. Значит, что это не самый лучший выбор для Люсии. И последний вариант — это оружие из Battle Pass'а. Оно хорошее только из-за того, что если враг уязвим к элементу носителя этого оружия, оно бафает всю команду на крит шанс. Но цель должна быть уязвима к этому урону. В данном случае Люсия эфир, потому должен быть уязвим к эфиру именно. Главная сила Люсии — ее исключительная синергия с персонажами разрушения. Ведь она усиливает их урон лучше, чем кто-либо в игре. Два лучших партнера для нее — это Есюань и Моната, еще будущий Банью, которые максимально раскрывают потенциал всех ее бафов. Их урон напрямую зависит от показателя ХП. А значит, все бонусы Люсии к макс ХП и критическому урону дают им колоссальный прирост эффективности. С такой связкой можно добиться невероятных результатов, ведь Люсия не только усиливает урон, но и обеспечивает устойчивость команды за счет лечения и постоянного бафа ХП через ульту. Поэтому она по праву считается ядром самых сильных составов. Опять же, как я говорю, лучшая команда — это Есюань или Моната в первом слоте, или же вот Футуры, или же будущий Банью. Это будут основные ДД. Дальше у нас Джуфуфу, если у вас есть, Пан Янху, или чтобы прям максимально забафать основного ДД, Астроял. И в последний слот, естественно, Люсия. Теперь геймплей за Люсию. Геймплей у него несложный. В начале боя у него 60 спецресурса из 100. Базовая атака, пятая цепочка, дает ей 20 энергии. Если сделать контратаку, еще 20 дает. И если использовать спецатаку, не заряженную, тоже дает 20. При получении полного количества спецресурса, то есть 100, активируется ее баф, занавес эфирный, и увеличится ХП всех членов команды. Теперь достаточно сделать спецатаку и сразу же атаковать базовой атакой и переключиться на основного ДД. Будут активны все три бафа, которые дает Люсия. Чтобы продлить время действия ее бафа, то есть занавесы, достаточно использовать спецатаку заряженную, и баф продлевается по времени. И точно так же можно использовать ульту. Ульта очень важная в ее скиллах, так как если у вас не активировано состояние сон, сразу дается 100 очков сна, чтобы активировать его. И если во время использования ульты состояние сна заканчивается, когда она выходит из этого состояния, у него пополняются очки. И сама ульта тоже увеличивает время действия бафа. Вот. И также внутри, после использования скилла, она создает вот зону, внутри которой члены команды будут исцеляться. Плюс снова активируется сон, как видите, если он был не активен. И в этом состоянии увеличивается защита Люсии, она меньше урона получает. И если во время использования ульты ее атакуют или, скажем так, постараются убить, она не умрет и останется с 1% хп. То есть, опять же, ее ульта очень важная и очень полезная. Как видите, после использования ульты активируются все бафы. И опять же можно сразу переключаться на ДД и наносить урон. И вот сейчас я опять же еще раз покажу. Сейчас только я бой обновлю. Точнее, ну да, бой заново начну. Опять же, начинаем с Люсии. Стараемся сделать контратаку. Сразу восстанавливаем 20 энергии. Используем спецатаку, еще восстанавливаем 20 энергии. Активируем состояние сон.
Теперь или нам нужно сделать пятую атаку или контратаку. И получить все бафы. И активируем спецатаку. И переключаемся на снова ДД. И все. Как только ульта активна или нужно какого-то члена команды отхилить, переключаемся на Люсию. Активируем ее ульту. И наносим урон. Появится вот опять зона, в которой хп регенится. Активируются все бафы заново. Как видите. И все. И можно дальше продолжать бой. Как видите, ее баф можно практически постоянно поддерживать. И несложно это сделать. Единственное, что сам вот это состояние сон, точнее спецресурс не восстанавливается, когда она находится в состоянии сна. Но в этом состоянии, если хорошо подобрать ей статы, она может наносить урон, так как ее атаки будут скалироваться от хп. То есть будет на 70% больше урона в зависимости от хп наносить. Тут еще один момент я забыл сказать, что при использовании ульты у него активируется быстрая помощь. Что тоже полезно, по сути. Очень даже. И вроде бы все.